Приветствую, дорогой зритель. О Людмиле Фурсовой много писали и говорили как о девочке из собачьей будки. Ее судьба оказалась непростой. Люди не повезло сразу, как только она появилась на свет. Девочка родилась в неблагополучной семье, да еще и в непростые времена. В детстве она познала, что такое голод, обиды и плохие условия для жизни. Выжить было непросто. Однажды представители органов опеки нашли маленькую Люду в собачьей будке. Там она пряталась от неуравновешенной матери, которая каждый день обижала 3-летнего ребенка. С этого момента в жизни Фурсовой начали происходить первые крутые повороты. Судьба маленькой девочки из Липецкой области стала меняться в лучшую сторону. Неблагополучную мать лишили родительских прав, а ребенка отправили в приют. Там она пробыла не так долго, и ее забрали в приемную семью. Но с опекуном ей определенно повезло. Воспитанием девочки занялась Татьяна, добрая, отзывчивая и очень упорная женщина. Она подарила ей материнскую заботу, без которой ни один ребенок не чувствует себя защищенным. И семейное тепло. Оказавшись в более благоприятных условиях, маленькая девочка стала мечтать о светлом. Она поверила в добро и искренне захотела изменить мир к лучшему. Людмила решила, что хочет стать следователем. Честным полицейским, который будет наказывать всех преступников. Люда очень старалась достичь своей цели. Ей даже удалось поступить в престижный юридический институт МВД. Казалось, жизнь сама помогает ей осуществить детскую мечту. Учёба в институте продлилась 3 года. На 4-й началось настоящее испытание. Оно оказалось полной неожиданностью для самой Людмилы и для её приёмной мамы. Пришёл приказ о отчислении. Причиной же стали неблагополучные мать и брат Фурсовой. На тот момент они оба находились в местах лишения свободы. Руководство вуза решило добить девушку. Ей сообщили, что она должна вернуть государству 300 000 рублей. Это деньги, потраченные на 3-й годы её обучения. Для всей семьи Люды это бремя было неподъемным. Татьяна поняла, что молчать нельзя. Она решила поднять общественность. Написала письма во все инстанции, обратилась к журналистам. На историю Людмилы быстро обратили внимание и помогли восстановиться в институте. После института начались новые проблемы. Теперь решался жилищный вопрос. По закону, Фурсовой была положена жилплощадь за счёт государства. Любые попытки решить проблему с привлечением чиновников не увенчивались успехом. Те отгоняли, словно назойливых мух. Аргумент у всех один. У родной матери есть дом, пускай отправляется жить туда. По документам дом действительно есть, а по факту была заброшенная хибара, непригодная для жилья. И снова помогло чудо. Опять в дело ввязались чиновники из Следственного комитета. Благодаря им Людмила въехала в однокомнатную квартиру. Проблемы не испортили и не сломали девушку. Скорее наоборот. Они укрепили её дух и сделали намного сильнее. Проблемы не помешали Людмиле обрести семейное счастье. Она вышла замуж за водителя. Он тоже работает в полиции. Недавно у пары родился сын, которого назвали Матвеем. А что с детскими мечтами? Сама Людмила отвечает, что розовые очки она давно сняла. И в исключительную доброту мира больше не верит. Но она не отказывается от мечты стать самым добрым и честным полицейским. Людмила родилась под счастливой звездой. Несмотря на непростую судьбу, она нашла своё место в жизни, а хорошие люди рядом помогли.